Ну, мы говорили с вами о золотом времени, как о неком времени, которое нам чем-то примечательно, да, то есть как некое гармоничное, как время успеха, время удачи, время каких-то интересных дел, а, чтобы было очень интересно жить. В чем интерес может быть, да? Ну, в неком созидании, да, то есть если человек что-то творит, что у него душа поет, что ему хорошо и приятно, ну вот, значит, у него жизнь удалась. И это не измеряется ни количеством денег, ни каких-то других материальных дел, но тем не менее, нам все равно интересно наше бренное тело, наши какие-то желания материального мира, которые мы хотим, чтобы они у нас тоже осуществлялись, проявлялись, и что-то нам жилось полегче. Так вот, когда стояла задача, вопрос, связанный с гармонизацией вот этого времени жизни человека, то вот в результате моделирования тех или иных структур мы пришли к выводу, что нам необходимо выйти на уровень мерности равный 7, да, то есть и вопрос вот возник почему, да, то есть мы в прошлый раз пытались обосновать этот вопрос, что нам живое время жизни — это мерность больше 7. Почему это так? Ну, дело в том, что э, когда мы рассматриваем жизнь с точки зрения системных отношений, да, то есть мы видим, что жизнь как-то устроена по-другому, чем просто нематериальный мир. Да, то есть, и мы видим, что живые объекты, они организованы тоже каким-то образом так, что они противостоят энтропии, то есть противостоят хаосу этого мира, то есть для них не властен принцип термодинамического равновесия, то есть они далеки от термодинамического равновесия и все время как бы отделяются от этого. То есть у нас видим, что живой мир, он э, самоорганизован, то есть имеет определенную какую-то структуру, но эта структура к какому миру относится? К этому или к какому-то другому? И вот как раз этими исследованиями мы занимались и пришли к выводу, что э, эта структура нашему миру не принадлежит, да, то есть как бы она вне. Ну вот одна из загадок, например, науки, откуда взялась жизнь. Да, то есть, и вот ученые часто говорят, что да, это вот, мол, сама природа, тут вот случайный перебор, тут как бы молекулы вдруг миллиарды лет соединялись, и вдруг как-то раз соединились, и пошло-поехало. И дальше появилась жизнь сама по себе. Вот. Ну вот если считать, что это какой-то случайный процесс, вероятностно, оказывается, это не так. То есть жизнь совершенно невероятный процесс с точки зрения стохастических процессов. Да? То есть это что-то э, имеет какую-то совсем другую природу. И теория Дарвина, которая говорит, что вот есть эволюция, мы ее как бы не отвергаем. Да, эволюция есть. Но вот первоначальный толчок, откуда он произошел, появление жизни. И вот есть такая универсальная совершенно вещь, которая относится ко всему. Ну, это все живое, все живые клетки, да, то есть имеют ее, на самом деле, и неживые, даже вирусы тоже, это вот некая молекула, состоящая из каких-то кодонов там, но которая формирует какие-то очень интересные организмы. То есть, ну, молекула наследственности, скажем так. Эта молекула, которую мы называем ДНК, она, по мнению биологов, ответственна за кодировку белков. Хотя там есть масса какой-то информации, которую биологи не знают, и часто ее называют мусорной. И вот эту мусорную информацию потом оказалось, что мы набрали за вот какие-то там миллионы лет эволюции от вирусов, что она в основном как-то связана с этими вирусами. Поэтому вот мнение, что вирусы, они не случайно приходят, они на самом деле нам какие там вещи, связанные с изменчивостью, да, то есть они дают нам толчок изменения, как живых организмов. Ну вот самая интересная функция, которая есть у ДНК, вернее особенность, да, то есть что она, хотя и отвечает за кодировку белков, но отвечает как-то очень странно. То есть вот что значит белок? Да? Есть какие-то триплеты, кодоны, которые формируют нам вот этот вот какой-то белок, отвечают за него. Но
есть белки, которые кодируются одним кодоном. Да? То есть которые кодируются двумя, есть которые кодируются тремя. То есть один и тот же белок может кодироваться разными кодонами. И эта функция такая, она называется вот вырожденностью нашего генома. То есть возможно 64 комбинации разных, а реализуется только 21. То есть две трети возможных комбинаций белков не проявляется. С чем это связано? Да? То есть, анализ с разных точек зрения, с разных позиций, да, то есть это задачи мы делали с точки зрения синергетики, да, то есть самоорганизации, с точки зрения процессов теории катастроф, которая описывает, да, то есть переходы из одних состояний в другие. Вот теория физических структур, она нам как-то позволила к интересной мысли прийти. Но чтобы пояснить, давайте мы сейчас посмотрим на такую вещь, на функцию, которую нам описывает теория катастроф. Да? То есть, что такое вырожденность, чтобы пояснить? Давайте мы поясним, что такое вырожденность на примере. Я к этому уже, по-моему, графику когда-то обращался. Вот здесь мы видим некую геометрическую поверхность, которая является бифуркационным множеством, да, то есть или множеством особых точек некой функции. И переходы, это функция, которая имеет два минимума. Переход из одного состояния, то есть соответствует в другое, да, то есть соответствует переход из одного минимума функции в другую. Вот у нас тут изображена вот эта функция. Вот она, видите, вот она сначала просто как парабола, потом меняются какие-то параметры, и она переходит из этого состояния. Описывается эта формула вот здесь у нас b. Вот такая функция. x4 плюс ax квадрат плюс bx. Это функция сборки, которая бифуркационное множество которое выглядит вот так. И переход из одного состояния связан с скачковым изменением вот этой функции, да, то есть отображения. И здесь мы видим вот такую зону, да, которая заключена между этими краями. Это сборка, но потому что она напоминает такую сборочку, как у ткани. Если здесь одно значение x соответствует одному значению y, и здесь тоже, то здесь мы видим, что одному и тому же значению x соответствует три разных значения y. Поэтому если у нас y считать, что это те самые кодоны, то x у нас это будут как раз некие белки, которые при этом образуют. Но мы видим, что один и тот же белок может соответствовать разным, соответственно, значение функции y, которая, если мы говорим вертикальная ось, у нас здесь y, по горизонтали x, то здесь мы как раз увидим, что здесь эта неопределенность, как ее называют, или вырожденность, соответствует здесь три разных значения. Но геном наш, который у нас есть, это такая штука, которая еще имеет большую вырожденность. Да? То есть эта вырожденность доходит до 6. То есть 6 разных кодонов могут соответствовать разным белкам. Да, вернее, 6 кодонов одних, а белок один, да, какой-то. То есть такие степень выраженности у этой функции. Почему нам это важно? Ну, потому что, когда мы делали анализ, нам важно было понять, какой ранг структуры, да, нам необходимо смоделировать для того, чтобы получить отобразить структуру, которая соответствует нашему геному. Так вот, если посмотреть на эту функцию, которая ниже, мы видим ее запись, да, x6, ax4, bx в кубе и так далее, и так далее. Да, то есть запись такой же катастрофы, но только ее бифуркационного множества, да, то есть множество этих особых состояний, состояний перехода. И здесь мы видим одну интересную особенность, что есть, видите, значение, да, x в первой степени, x во второй, x в третьей, x в четвертой, x в шестой. Но оказалось, что в нашем геноме точно такая же вырожденность существует, да, то есть у нас есть белки, которые кодируются одним кодоном, да, есть белки, которые кодируются двумя, есть кодируются тремя, есть кодируются четырьмя, есть кодируются 6. А в пятой степени, то есть
вырожденности 5 отсутствует вообще. То есть, как бы, почему? Ну, значит, раз это так, то, значит, на множестве нашего генома, да, то есть генома живых объектов, присутствует структура, соответствующая вот этой вот катастрофе, ну, или вот такому вот степени вырожденности, да, то есть, ну, а это какая катастрофа, да, то есть это катастрофа ранга 7, то есть мы тогда сейчас говорим, что у нас есть некая семеричность, присутствующая в нашем геноме, она как бы заложена в наш геном. И эта семеричность, которую мы в прошлый раз обсуждали, она соответствует, если мы говорим ее 4 отображения, да, то 7 на 7 это 49, и 4 раза отображаем, получаем 196, плюс центральный элемент, получаем 197. 197 это и есть у нас атомный вес золота. То есть получается, что у нас структура времени, которая отображена на нашем геноме, она как раз такая же, которая отображена на атоме золота. Соответственно, да, то есть поэтому мы можем говорить, назвать это время, структуру времени, ну, золотым временем. И вот все говорят о том, что это так, потому что золотое время – это время некого расцвета, это некое богатство, это некое благосостояние, которое почему-то соответствует именно вот понятию золота. Да, то есть и вот если переходить дальше к неким нашим практическим вопросам, то мы говорим, что вот эти вот карточки, о которых мы говорим, да, это вот карточка «Золотое яблоко», такая карточка, да, и вот такая карточка «Золотая рыбка», они как раз формированы на вот этом вот бифуркационном множестве, о котором мы говорили, да, то есть на структуре ранга 7, которая соответствует структуре жизни. Да, поэтому мы, когда настраиваемся на золотое время, мы фактически настраиваем себя на тот камертон, который в нас есть, который в нас заложен, ну, и который базируется на атомах золота. Ну, говорят, что атомы золота только есть в еде, которая называется кукуруза. Поэтому вот, если мы хотим, чтобы еще у нас этот камертон работал на вещественном плане, то нам надо обязательно, чтобы у нас такие атомы присутствовали. Но здесь мы говорим о структуре времени, да, то есть о структуре времени, которая позволяет что делать? Которая обеспечивает нам согласование разных временных процессов в некую единую общую функцию. Поэтому, как еще это проявляется, как бы функция? Ну, мы видим такую вещь, которую многие ученые говорят, что и в биологии, что в геологии, что во многих разных вещах проявляется так называемая фрактальность нашего мира. Что такое фрактальность? Да? То есть мы уже как-то об этом говорили, но поясню. Да? То есть если есть некое число, ну, некое число x, например, да, вот мы его запишем, и с ним мы делаем некое преобразование с этим числом. Ну, в какой-то ячейке памяти это находится число, допустим, это x1, да, то есть, и мы к нему делаем преобразование, некую функцию, которую от этого x1 получили. И мы, соответственно, переходим к следующему значению, которое будет x2. Вот как бы вот такая, как бы вот такое простое преобразование. Ну, функции они могут быть разные, вот, поэтому мы сейчас не будем вдаваться в подробности, какая функция может быть тут отображена. Что дальше? Дальше берется вот этот вот, и к этому значению, которое у нас есть x2, опять прикладывается та же функция, но уже к значению x2. И мы получаем некое значение x3. Да, то есть как бы расширяем это. Тут, я надеюсь, видно. Видно, что я показываю. Вот. Что в результате мы получаем? Мы получаем, ну, какой-то ряд чисел, да, то есть, которые каким-то образом... Можно рассмотреть сами эти числа, можно рассматривать их особенности этих чисел, да, то есть, если... И получаем, соответственно, разное множество. И эти множества называются фракталами. Да? То есть, что значит фрактал? Это значит, что одно и то же преобразование нам рисует какую-то геометрическую картинку. Поэтому, если живое, мы говорим, построено по такому фрактальному принципу, то мы получаем некую такую вот интересную особенность. Ну, давайте посмотрим вот небольшой ролик про
фракталы. Ну, в интернете много их, таких роликов. Как бы вот фрактальная структура наших систем и органов, да, то есть мы видим, у нас множество сетей, которые у нас существуют, заложенные у нас, да, то есть кровеносная, нервная, лимфатическая там и так далее. Сеть легких, сеть головного мозга, нейронов и так далее, да, то есть как бы, и все это вот разные фракталы их может быть. Ну вот, например, такая функция фрактальная есть, да, то есть это вот как бы вопрос дифференцируемости функций. Вот фрактал, который растет именно так, да, как фрактал. Сначала появляется что-то одно, из него начинает расти что-то другое, да, то есть это имеет одно преобразование. Это вот фрактал Коха. Это вот на четырехугольнике фрактал Коха отображен. Вот. Оказалось, что длина береговой линии – это тоже фрактал. Если мы ее будем рассматривать все мельче и мельче, то увидим, что это такая линия, которая самоподобна самой себе. То есть фракталы – это такая как бы вложенность получается, да? То есть одной системы в одну. И мы видим, что эти фракталы очень… Вы можете обнаружить их в лесах. Столкнуться… Ну тут как бы я что хотел, вот где мы про множество Мандельбротта видим картинку. Это множество Мандельбротта, да, то есть как бы оно вот вложено… Ну давайте просто картинку посмотрим. Мы видим, как это множество многообразно представлено в самых разных… Хотя преобразование одно и то же для всего этого множества. Просто рассматриваются границы этого множества в зависимости от характеристик как этой функции, которую мы рассматриваем. Почему нам это важно? Потому что мы видим, что в живых системах эти фракталы представлены, и мы поэтому можем говорить о живом времени как о фрактальном времени. Но где мы еще видим? Да? То есть фракталы, что мы говорим, в живых организмах, как некие сети. Почему мы про сети начали говорить? Ну, потому что если мы возьмем про золотую рыбку, про золотое время, и возьмем сказку Пушкина «Золотая рыбка», там в первую очередь встречается понятие сети. Взял старик невод и закинул в море. В море, как в некую среду, откуда он что-то захотел вытащить. Да? То есть как бы мы тогда что имеем у нас как сеть в данном взаимодействии, в котором мы сейчас участвуем, это сеть Бионет. Мы как бы сейчас сразу так скачками переходим, без плавных переходов. Да? То есть если у нас сейчас возможность, мы как бы организоваться в некую фрактальную сеть. Но мы уже на самом деле ее организовались в этой сети, и у нас есть соответствующие Бионет-связи, организованные друг с другом через эту сеть. То есть, но на самом деле эта сеть организована не нами, да, как таковая. Эта сеть существует, да, то есть, но эта сеть проявлена в нашем мире, да, через, вот, отображается в нашем мире через множество каких-то вот фрактальных преобразований, которые мы видим как в растениях, так в животном мире, да, то есть в насекомых там и так далее. Поэтому для нас важно сам факт существования этой сети. Да, то есть она существует, и мы с ней связаны. Но где эта сеть находится, Бионет, да, то есть которая глобальная? Она находится, на самом деле, с точки зрения теории физических структур, вообще вне нашей реальности. Но давайте опять вернемся к той картинке, которую когда-то я показывал, да, то есть к модели. Модели, которую мы рассматривали как аналогию. Что есть система отображения, это монитор, и есть процессор, в котором работают программы у этого компьютера. Да? То есть, соответственно, если мы рассматриваем наш мир как некий монитор, 3D-монитор, в который мы все погружены, то процессор и программы – это и есть мир структур, в котором… Смотрите, что у нас есть, опять же, вот эта вот модель устройства нашего мира. Есть некий монитор, в который мы все погружены, есть некий процессор, мир структур, в котором мы все связаны. Это и есть вот этот глобальный биоинтернет, который нам позволяет осуществлять связи не только вот чисто в этой реальности, в которой мы в рамках этого вот монитора, да, то есть, но и выходить за него, то есть обращаться к процессору
и подключаться к тем или иным программам, которые доступны в этом процессоре, но, например, лежат вне нашей реальности. Поэтому вот структура, о которых мы говорим, которая соответствует вот золотому яблоку и золотой рыбке, это структуры, которые по мерности выходят за пределы нашей реальности. И мы видим только их отображение в виде вот неких живых процессов, которые мы здесь можем наблюдать, в виде этих фракталов, в виде этих замечательных сетей, с которыми мы все можем взаимодействовать. Так вот, если мы хотим, да, то, чтобы взаимодействие это нам давало некую дополнительную пользу, то надо их использовать, вот эти взаимодействия. Поэтому вот эти структуры, это структуры, которые позволяют нам настраиваться на вот эти вот структурную мерность, которая соответствует вот этому золотому времени. То есть золотое время. То есть я тут как бы так кратенько обо всем говорю. То есть, возможно, мы когда-то все-таки перейдем к более глобальному курсу, где можно будет подробненько все разжевать, поставить на место, если это будет кому интересно. И, соответственно, на этой базе можно сделать соответствующие другие практики, более углубленные, которые дадут нам шанс перейти вот как бы к более интересным задачам, которые мы можем рассматривать в рамках вот того курса, который мы планируем все-таки реализовать. Так вот, переходя вот к этой аналогии, да, то есть мы можем говорить, что в процессоре может быть, да, запущено некое преобразование вот такого рода, да, то есть в котором мы наблюдаем некую фрактальное отображение. Что это значит? Да? Что в процессоре есть некие ячейки памяти. Ну, как бы вот некая память, которая разбита на какие-то ячейки. Вот мы ее так условно изобразим. Да? То есть к этим ячейкам прикладываются какие-то там функции. Да? То есть некая функция, которая ко всем ячейкам будет прикладываться. И будет преобразовывать эти ячейки в какое-то другое состояние. У нас появится через какое-то время, через какое-то количество шагов память совсем с другими значениями этих параметров. Что это значит? Значит, в нашей реальности из одной каких-то объектов появятся какие-то другие объекты, да, то есть они преобразуются. Еще как бы через некоторое количество шагов мы получим совсем другое распределение вот этих вот ячеек и перейдем к каким-то другим, соответственно, картинкам, которые есть в нашей реальности. Поэтому нам картинка с компьютером еще нужна, а то не видно. Да, не видно, да, извиняюсь. Да, давайте. Вот. Значит, давайте побольше тогда. Смотрите, вот у нас есть три разных как бы объема ячеек, да, то есть как бы вот ячейки на самом деле одни и те же, да, то есть как бы, но к ним приобретено преобразование через некоторое время, через сколько-то количество шагов мы получим другое распределение. Значит, смотрите, есть, предположим, что наша реальность, она отображается на неком множестве, которое имеет память. Ну вот, например, Зенин, там, он говорил, что память это в основном забита у нас в ячейках воды. Ну, неважно, то есть мы как бы можем рассматривать это, что она в воде, а может быть говорить, что она где-то в другом месте. Может быть, она вообще за пределами нашей реальности. А физические носители, это, в общем-то, уже проекции вот этой вот структуры, которая в нашу реальность отображается. Поэтому это как бы я к тому про модель времени, что у нас есть, появляются как бы ячейки, вот они исходно были какие-то одни, потом у нас они через какое-то время стали другие, соответствуют у нас другой картине реальности, да, то есть и через какое-то число шагов у нас реальность станет еще какой-то, третий. Это как бы вот тогда мы говорим, есть прошлое, настоящее и будущее. В настоящем у нас есть определенная какая-то картина, которую мы наблюдаем, но в силу того, что фрактальности нашего мира, преобразования одни и те же запускаются, да, то есть и через какое-то количество шагов мы получим какую-то, соответственно, другую картину. Но есть такие особые точки, их называют точки бифуркации, да, в которых вот малейшее изменение приводит к очень каким-то большим изменениям. То есть маленькое изменение в начальных условиях дает очень большое расхождение в конечных условиях. Поэтому вот эти точки бифуркации, в зависимости от того, как мы их проходим, они нам могут давать совершенно разные картины будущего. И вот в этих точках бифуркации как бы надо очень важно иметь возможность, ну, как бы понимать, какое будущее мы
попадем, если мы вот сделаем выбор туда или сюда. Или какое будущее нам надо попасть, и как согласовать вот ту картину, которая есть у нас сейчас, с тем будущим, в котором мы хотим оказаться. Ну, как бы, как нам реализовывать наши желания. Но в силу этого нам вот эти структуры золотого яблока и золотой рыбки, они нам дают возможность сонастройки. Сонастройки на вот то будущее, которое мы хотим получить. Если золотое яблоко – это нам сонастройка на те структуры как бы внутреннего мира, которые у нас есть, нашего организма, то золотая рыбка, она нацелена на структуры, которые вне нашего организма. Да? То есть наши желания, которые мы хотим там материализовать по какой-либо причине. Но возвращаясь к сетям, да, то есть как бы исходно модель такая, что мы рассматриваем, опять же, сетевые объекты. То есть, если мы хотим, чтобы в нашей жизни что-то проявилось, да, то есть это проявится в какой-либо из сетей, или внутренней, или внешней сети, в которую надо вписать вот это вот наше желание, которое должно реализоваться. Поэтому вот эта вот вписываемость наших желаний во время жизни реальности, она как раз и реализуется на вот этих структурах золотой рыбки, золотого яблока. Что значит согласовать? Мы в прошлый раз обсуждали, да, что если есть некое желание, допустим, чтобы у нас что-то произошло в нашей жизни, то это желание на самом деле не может быть выделено как бы вот в некий объект, не связанный по времени с какими другими объектами. Да? То есть вот даже если нам надо что-либо купить и пойти в магазин, чтобы мы это могли прийти и купить, кто-то в прошлом должен был это все сделать, да, привезти в этот магазин, и мы пришли и купили тогда. Тогда вот эти процессы согласованы во времени. А иначе мы приходим в магазин, и ничего нету того, что нам надо. Мы переходим в другой магазин, третий, и не находим, в конце концов, то, что нам надо. Но это касается, допустим, чисто покупок. Есть и более сложные процессы, когда нам надо, чтобы в нашей жизни какое-то событие произошло, и это событие, чтобы в нашей жизни обязательно реализовалось. Мы этого хотим, да, то есть, но проявилось как некий материальный объект. Потому что могут быть и нематериальные проявляться, да, то есть как бы это у нас немножко другие задачи, которые мы хотим, чтобы реализовывались, они, возможно, связаны с какими-то другими структурами, которые у нас проявлены в других картах, например, карта блага. Но карта блага нам расширяет поле событий, да, то есть дает возможность попадать в какие-то события, которые ранее были недоступны. А если у нас, даже попадаем мы в эти события, там нет структуры времени жизни, которая бы соответствовала вот тому нашему желанию. Ну, тогда, значит, надо время жизни создавать. Вот как вопрос время жизни создавать, это как раз очень важный вопрос, связанный с тем, что на самом деле такая возможность есть у каждого человека. Конструировать время жизни. И он этим занят, на самом деле, всю жизнь занимается тем, что что-то создает новенькое, чего никогда не было. Это называется творчество. Но мы знаем, что у нас одна и та же структура может проявляться совершенно в разных объектах. Поэтому можем смоделировать процесс некий какой-то в одной задаче, да, а результат потом получить совсем в другой задаче, что она проявится. Почему? Ну, потому что мы в одной задаче проявили это время жизни для нашей задачи, которую мы хотим решать. То есть мы почему нарисовали вот эти вот ячейки памяти, мы говорим, да, то есть как бы, если есть некая память мировая, да, то есть которая соответствует нашему вот монитору, на котором мы это видим отображение этого, то, что находится в ячейках памяти, то тогда, если нам надо что-то поменять, мы хотим попасть в какое-то будущее. Но вот из того набора, который у нас есть, из того, с чего мы начали с какого-то прошлого и делали вот эти преобразования, фрактальные делали, пришли к такому настоящему. Если будем продолжать эти фрактальные преобразования делать, мы получим вот какое-то определенное будущее. Но мы как-то чувствуем, что у нас вот не очень там хочется туда идти, вот какое-то оно не очень правильное получается. Значит, мы что хотим? Или мы хотим, чтобы вот в этом будущем проявилось что-то, что оно вот как бы из этого настоящего никак не вытекает. Значит, мы хотим, чтобы реализовалось какое-то наше желание в этом будущем. Но тогда нам надо, чтобы мы в прошлом, да, что-то поменяли,
чтобы у нас в настоящем что-то появилось, и потом оно появилось, да, то есть, но это как-то вот, может быть, не очень удобно как-то нам в прошлое еще вписываться, да, то есть, поэтому вот, когда мы используем структуры золотого времени, связанные с золотой яблоком или золотой рыбкой, мы как раз пытаемся настроиться на вот эту мерность, которая соответствует вот этому вот прошлому, настоящему и будущему. Тогда нам достаточно, на самом деле, что делать? Переписать ячейки в настоящем под новое значение. Не те, которые нам были, да, то есть, как бы, что значит создание нового времени жизни? Значит, нам надо создать новое значение вот в неких ячейках памяти настоящего, да, то есть оставить там некий след. Чем мы можем след свой оставить? Какой? Ну, тем, что у нас есть, ну, тем светом, который у нас есть, которым мы светимся. Мы все оставляем в этой жизни след. Вопрос, какой след остается после нас? Он быстренько рассеялся, или мы его сделали по определенным принципам, да, и создали что-то новенькое, чтобы, может, дальше вырасти из него что-то интересное и нужное для этого мира. Через что это делается? Ну, на самом деле, да, то есть, как делать? Это делается через эксперт-операторное взаимодействие. Когда берутся два объекта, да, то есть, и они начинают взаимодействовать как одно целое. Да, то есть, что тогда? У него есть время жизни одного человека, есть время жизни другого человека, и они пытаются из этих времен жизни, да, то есть согласовать их так вместе, чтобы у них что-то в этой жизни проявилось как новое движение тела, души, разума, и они это движение могли бы проявить в реальности. И когда они это проявят, через некоторое время в их жизни тоже начнет проявляться вот это вот время жизни, того желания, ради которого они вот это все организовали. То есть реальность на это откликается и говорит: о, хорошо, здорово, давайте мы сейчас это дело реализуем. Другое дело, что если эта структура организовалась такая, что она чисто ментальная, то есть, ну, я придумал что-то, но никак это не может вписаться в этот мир, ну, некуда втиснуть, да? Все уже занято, все пространство в этом мире уже заполнено временами жизни чего-то другого. Мы же не хотим порушить чье-то время жизни для того, чтобы наше время жизни, оно вот, мы считаем, что оно более важно, чем все остальное, и поэтому нам надо, чтобы вот оно проявилось, ну и тогда мы готовы пожертвовать чем-то вот в этом мире. Мы говорим, вот мы вот тем жертвуем кем-то, который вот там находится, поэтому нам важно, чтобы наше проявилось, а там уже не обязательно. Вот как бы для того, чтобы таких вот у нас дилемм не возникало, надо рассматривать как бы более высокую мерность, да, то есть хотя бы на уровень живых объектов выходить, потому что нам надо, чтобы в нашей жизни проявлялось то, что не рушит другую жизнь. Да, то есть чтобы мы могли своим движением тела, души, разума что-то созидать, а не разрушать. Да, давайте. Люба, есть вопрос? Да, ну, такой вопрос пришел. Вообще, сколько может быть путей развития реальностей вот после точки бифуркации? Это зависит от мерности объекта или вот от предъявления вот, ну, поля реальности? В принципе, может быть бесконечное количество. Но Таверет, например, в своей там теории мультиверса, он говорил, что получается все время бесконечное количество реальностей, они все время ветвятся, пересекаются и так далее. И в каждой точке, из каждого движения атома, каждое движение каждой молекулы появляется новая реальность. Но я так думаю, что это просто такая интерпретация, но могут быть и другие варианты интерпретации. Да? То есть, например, интерпретация там, от теории физических структур говорит, что есть определенная структура, которая соответствует определенным реальностям. Да, то есть есть устойчивые структуры, ну, которые могут проявляться, а есть структуры, которые не могут проявляться, но в силу вот того, что они их как бы не могут быть реализованы. Ну, такой был ученик у Кулакова Михаил Ильиченко. Он доказал теорему, что все структуры, вот если мы рассматриваем возможное их проявление, да, то есть как бы как некую матрицу, которую можно заполнять, оказалось, что все реализуемые структуры лежат на диагонали этой матрицы, а вся остальная матрица, она не может быть реализована, это доказано чисто математически. И мерность множеств, которые формируют эту структуру, она может отличаться только на единицу или быть равна.
обязательно, да, то есть поэтому мы не можем брать, допустим, абсолютно разные какие-то для моделирования объекты и моделировать ими, допустим, эту структуру. То есть это не может не соответствовать той реальности, которая мы. Поэтому вот если мы берем, допустим, двух человек, они по мерности, ну, примерно одинаковые. И у них есть какие-то разные качества обязательно. И тогда, когда мы начинаем организовывать взаимодействие между этими людьми, да, то есть, соответственно, как в эксперт-операторных взаимодействиях, то есть, когда они могут сформировать единую систему, да, единую систему отчета, единую систему взаимодействий, и они начинают двигаться как одно целое, но вот тогда у нас эти условия выполняются, и тогда вот начинается этот синтез, да, синтез как создание нового времени жизни. Поэтому вот эксперт-операторное взаимодействие, когда оно правильно организовано, это всегда синтез. Если мы ухитряемся это иногда делать совершенно бессознательно, ну, в отношениях с людьми там, да, то есть если осознанно это делать, то, соответственно, то есть, результативность на много порядков повышается. Поэтому вот для чего нужны там семинары, вебинары, как бы можно, конечно, пользоваться этими изделиями, там носить в кармане, там, и они что-то обеспечивают нам некое согласование на определенном уровне мирности по времени. Да, то есть автоматически есть эксперименты, показывающие, что это так. Да, что мы видим, что системы меняются, и мы получаем некие результаты. Вот. Но когда мы начинаем вот эти изделия использовать как некий инструмент, который нам позволяет сонастройку вот эту делать, да, то есть во взаимодействии. Инструмент, который повышает намерность отношений, в которые мы можем вступать. Ну, соответственно, результативность вот синтеза этих гораздо выше. А для чего нам это делать? Ну, сказать, ну не делаем и не делаем там этот синтез, зачем? Живем и живем как-то, да, то есть. Но дело в том, что у человека заложена вот эта возможность синтеза, да, возможность быть творцом, возможность создания новых миров и так далее. И когда он это делает, он получает удовольствие, он получает радость жизни, получает вот эту вот наполненность этой жизнью. Когда он этого не делает, там, ну, жизнь становится унылой, серой, там, непривлекательной и так далее. Поэтому вот то есть иногда говорят, вот я сейчас вот денег заработаю, помучаюсь там на этой работе, а потом уж я тут... То есть это, на самом деле все обратное. То есть если я живу счастливой жизнью, у меня будет работа хорошая, интересная, там, и жизнь будет наполнена и так далее. А если я как бы меняю приоритеты, да, и думаю, что вот я буду мучиться и страдать, а потом уже вот жизнь будет совсем другая. К сожалению, этого не получается. Человек не реализует тогда вот те заложенные колоссальнейшие возможности, да, творца этой реальности, которая в нем есть. То есть каждый человек — это как бы бесконечность с точки зрения тех возможностей, которые в нем заложены. И вот их проявить все, да, то есть именно в конструктивном плане, не в плане там каких-то конкуренций, в плане там конфликтов и так далее. Вот это вот, как бы, я считаю, такая задача достаточно интересная, серьезная, ну, которой вот, в общем-то, хочется заниматься. Ну, это вот мы пытаемся это делать вместе с вами. Поэтому спасибо, что вы приходите и как-то участвуете в этих процессах. Я надеюсь, что чем дальше, тем у нас будет получаться все более интересные результаты. Ну что, есть еще какие вопросы? Да, Евгений, у тебя вопрос? Какой? Или как узнать, что наша цель, наше желание не является разрушительным для кого-то другого? В чем критерии или индикаторы гармоничности цели? Ну, я так думаю, что здесь критерии это могут быть только внутренние, да, то есть как внутреннее намерение. Если мы себе ставим задачу что-то сделать как созидающий, как бы, да, как некий, вернее, как бы при правильной организации взаимодействия всегда будет созидающий процесс. Другое дело, что в этот процесс войти, чтобы, да, то есть нам иногда нужны стимулы. Но на что-то должно туда запихнуть и говорить, что ну там ты не сиди на месте, а ну-ка давай-ка шевелись, да, то есть делай что-нибудь. Тогда мы иногда можем запускать какой-то процесс совершенно из неправильных совершенно предпосылок. Да, то есть процесс будет правильный, все будет идти хорошо, но мы будем думать, что мы реализуем вот какую-то задачу совсем другого рода. То есть, ну, например, там, пытаемся, ну вот, что-то материализовать, да, то есть как бы вот хочу вот чего-то, чтобы у меня получилось.
Если это миру не нужно, да, то есть, а наоборот ему мешает, но он не будет в это реализовывать, как бы, вот эту вот разрушительную систему. Но благодаря тому, что мы ее сформулировали, эту задачу, каким-то образом, и начали действовать, и проявлять себя как объект, который начинает создавать время жизни, да, то есть к некой мерности определенной, то это время жизни начнет проявляться как некий творческий процесс. И здесь критерием тогда является, мне нравится вот этот процесс, мне доставляет он радость и удовольствие, то есть мне он приятен, сильно ново, неожиданно и приятно, или это мне это гнетет, мне это все неприятно, я так этого совсем не хочу. Но, с другой стороны, бывает так, что я и не хочу, и мне это неприятно, но на самом деле процесс все равно идет правильный. Да? Почему неприятно, может быть? Ну, потому что мы вышли за рамки каких-то вот стандартных состояний, которые нам мир предъявлял. Да? То есть, ну, как бы не то, что не предъявлял, а мы имеем некие убеждения определенные, то есть накопленные нами вот из опыта наших предков там, и так далее. Не значит, что это истинные убеждения, что это так. Да? То есть, и вот в процессе взаимодействия вдруг человек выходит на какой-то другой уровень понимания и понимает, что так, как он жил раньше, это неправильно. Ну, что-то вот он не так он делал, да, то есть, и это ему неприятно, естественно, да, то есть, как бы он начинает протестовать против этого, ну, что это такое, куда я попал, какой кошмар, надо отсюда бежать, сломя голову, вот, ну, бывает и такое, то есть, поэтому четких критериев сказать, что да, вот я делаю, все это, моя задача истинная, а не разрушительная, здесь мы, к сожалению, не можем установить. Просто у меня у самого были случаи, когда вот начинаешь что-то думать, как бы, хотя хорошо бы вот так вот произошло. Смотришь, оно раз произошло, но в этот момент что-то где-то ломается, что-то где-то разваливается, то есть где-то что-то начинает совсем быть неправильным, да, то есть с точки зрения как бы других людей. То есть с точки зрения меня это хорошо, а с точки зрения других людей это плохо. Вот. И я тогда, как бы, когда у меня такие случаи возникали, это еще давно было, то есть когда я только начал вот этими вопросами заниматься, я как бы себе установку сделал, что я так не хочу, чтобы вот так вот разворачивались события за счет как бы других людей, у меня что-то там хорошее получалось. Ну и, в общем-то, с тех пор как бы вот этого уже таких вот вещей не было. Спасибо большое. Я тут недавно слушал Дмитрия Троцкого, там, и у него основная идея, что важно не врать себе. То есть если наша душа, и мы как бы сами чувствуем, что мы что-то делаем правильно, и это не вызывает напряжения в нас и в окружающем мире, ну, значит, это хорошо. Да, то есть, а когда мы начинаем сами себя обманывать, что вот мы тут где-то там слукаем, что-то вот не так сделаем, не выразим какие-то свои чувства, там, которые вот нам правильно или неправильные были там выражены, то есть не предъявим себя в этом мире в нужное время, в нужном месте, то получается, что мы ну, как бы не реализуем те задачи, которые перед нами стоят. Потому что только в отношениях мы на самом деле себя и проявляем. Только в отношениях мы можем вот реализовывать вот эти вот задачи по синтезу времени жизни, потому что мы тогда можем как-то вот взаимодействовать, обмениваться светами, обмениваться нашими энергиями там, и так далее. Да? То есть тогда вот происходит вот это вот чудо, которое мы называем появление нового времени жизни. И это-то, в общем-то, самое интересное, что, в общем-то, я вынес из всех эксперт-операторных знакомств, со всех эксперт-операторных технологий, потому что в свое время я запал сначала на некие чудеса, что вот люди предъявляют какие-то там совершенно фантастические вещи, да, там, видение без глаз, там, хождение по информационному следу, там, какие-то слушания, то есть, как бы, для меня это была совершенно фантастика, то есть, как бы, я за этим и пришел, чтобы разобраться с этим. Но когда глубже стал понимать, что оказалось, что самое интересное, это все-таки синтез, то есть синтез как возможность творить что-то в этой реальности. И это как раз и наполняет вот и энергией, это наполняет знаниями, это позволяет вот жить совсем другой жизнью, чем та, которая была раньше. И, соответственно, я сколько людей знаю, которые там, до семинаров и после, они всегда говорят, да, до семинаров это была совершенно одна жизнь, после семинаров совсем другая жизнь, когда в корне отличается. Ну вот поэтому вот такая интересная жизнь получается, когда мы можем заниматься вот таким
светотворчеством, времятворчеством, наукотворчеством, то есть творить что-то новое в этой реальности. Выход, ну да, вот тут выход развития, это выход из зоны комфорта. Я так думаю, что на самом деле не из зоны комфорта, а из зоны рутины, из зоны обыденного, потому что мы просто привыкаем и считаем, что это зона комфорта. На самом деле комфорта может быть гораздо больше и сильнее, если мы начинаем чем-то заниматься вот творческим и получаем гораздо более сильные ощущения от этого вот процесса творения. Вряд ли это люди хотели и так далее. Ну, естественно, этого люди не хотели. Но вопрос возникает в том, что мы говорим о возможностях взаимодействия человека созидательных, а не разрушительных. А есть тенденция, когда люди пытаются взаимодействовать друг с другом через разрушение, то есть через не создание новых связей, а через разрывы связей. То есть это тоже энергия, это тоже как бы возможность подпитаться. Но я не сам создал чего-то, да, я это использую, а я веду более простым путем, я это где-то у кого-то сейчас заберу. То есть, и, в общем-то, эта тенденция, она как раз в мире сейчас превалирует. Но вот если мы возьмем, смотрите, как бы рассмотрим вот такую вещь, которая называется экономические уклады. Что было товаром когда-то? Да? То есть товаром раньше были какие-то материальные вещи, да, то есть все, вернее, не все на материальное, а вещественное. Вот какой-то товар, там какая-то вещь, вот ее кто-то сделал, потом ее купили, перевезли в другое место, там продали, ну, как бы вот основа это торговля товарами шла. Потом следующий уклад появился, когда, как так называемый век пароэлектричества, наука показала, что есть еще такая штука, которая называется энергия, и стала энергия главным товаром. Тогда основные там деньги стали делаться на вот, энергетических носителях и так далее. Нефть, газ, там, уголь и так далее. То есть это электричество, то есть то, что можно преобразовать гораздо проще и эффективнее. Да? То есть вот с середины 20 века у нас появился другой совершенно товар, который называется информация. И это товар, который стал менять мир гораздо сильнее, чем было до этого. Да? То есть и здесь мы видим, что можно, чем интенсивнее развивается вот это направление, тем все меньше, меньше, меньше получаются объекты, все более они информационно емкие, а энергии при этом тратятся все меньше и меньше на их реализацию. Ну, как бы, но это все на самом деле проявление различных структур материального мира, да, только они могут быть вот вещественные, могут быть энергетические, полевые, а могут быть информационные, да, то есть как бы что дальше, что будет как бы вот дальше развиваться, да, в мире, то есть как бы я считаю, что дальше это вот вопрос перехода вот к другой парадигме мира структур, когда становится понятным, что кроме вот нашей реальности есть что-то за пределами ее. И попытка начать взаимодействовать, организовывать через вот эти структурные отношения. Тогда мы получаем как бы переход к следующей экономической реальности, которая вот будет. Сейчас вот то, что мы делаем, это как бы зачатки вот этого процесса, который только-только начинает пробиваться. Понятно, что все новое пробивается не так легко, и не так быстро, как хотелось бы. Но я думаю, что за этим большое будущее, и мы увидим, как это будет дальше все быстрее и быстрее развиваться. Так, какие еще у нас вопросы? Только ли при бифуркации есть возможность создания нового? Нет, создание нового – это не при бифуркации. То есть создание нового – это когда есть соединение чего-то с чем-то, и появление чего-то нового, чего раньше не было, как некой троицы такой. Ну, все можно использовать для разрушения, а не для созидания, но вот та идеология, которую мы, например, закладывали вот в структуры светлиц, трансляторов, это идеология, которая основана на принципе «не навреди». Тот принцип, который провозгласил Гиппократ, и движение не за счет того, что мы хотим получить какое-то преобразование, которое бы нам считалось быть более полезным, а проявление тех характеристик в системе, которые для нее более нормальные. Те, которые должны проявиться. Убрать задача какие-то помехи, что мешает проявиться, да, и создать условия для проявления вот этих естественных творческих процессов, которые заложены как бы, в нашей реальности.
И мы вот как бы многочисленные эксперименты показывают, что вот этими структурами, вот разными нашими изделиями, навредить мы не можем с точки зрения именно структурных отношений. Можем мало что поменять, ну, в тех или иных случаях. Ну, если и так все хорошо, ну, ничего менять не надо, и так все правильно. Поэтому вот